Ладно. Итак, Worms Armageddon. Великолепная игра. И нам покажут категорию All Missions в any percent. По большей части All Missions заключается в том, что вы просто пройдете все миссии. Не самая большая, не самая длинная категория, полуторачасовой ран. По большей части glitches. Вот. Correct, that's it. Then we have 6 worms. Cool. It's Earthworm Jim, exactly how you'd expect. But of course. Yeah, pretty good worm name. Then you've got, I Okay. don't know what this word means. Сетапает команду себе. Абсолютно неважно, какие имена будут, поэтому... M-O-E again. По-моему, здесь просто donation опции были. K-Y-U-N again. Oh, Momo Kyum Kyum. Yeah, and then Mum Sparkle, so M-U-M-S-P-A-R-K-L-E. Yep. Exo, E-X-O. Yep. Yeah. Loink, L-O-N-K, all caps. L-O-M-K. M-N-K. Yeah. Мне просто интересно, стоит ли мне прям совсем про мелочи червей говорить, про то, что здесь можно выбрать вон себе там звуковые там опции команды, флаг выбрать, супероружие поменять. Ну, все это будет. Okay, and finally, Veni, V-E-N-I. Veni. There you go. All right. Okay, excellent. Wonderful. Thank you very, very much. And one other thing I need to know is what accent are worms going to А, французские черви. Французские черви — это великая вещь. Angry Scots have been toppled for the first time in marathon history. So thank you to everyone who managed to make that happen. Almost as if it's an administrative error. Давайте по ходу рана просто буду описывать, что будет происходить плюс-минус. Потому что что сейчас сделал раннер, ну, просто забудете, что там как было. Итак, перед тем, как мы начнем ран всех миссий, нужно пройти тренировку. И тренировка — это часть All Mission, поэтому ран начинается прямо сейчас. Итак, тренировка достаточно простая штука. Первое, что мы сделаем, мы возьмем и откинем несколько гранат, которые дадут нам таким образом пройти некоторую тренировку. И сразу же идем следующее. Следующая тренировка — это тренировка дробовиков. Дробовиковая тренировка примерно такая же, как и обычно. Вы просто берете, стреливаете цели. Раннер уже знает, в каком порядке их лучше отстрелить. Большая часть вещей в тренировке, опять же... Да какая большая часть? Вообще все вещи в тренировке, они абсолютно одинаковые. Окей. Тогда нам про небольшие вещи с тем, что, мол, ветер — крутая штука. Но ветер нам пока что не интересует, потому что все, что нас интересует, это небольшая распрыжка, такая при помощи нинджа-роупа, при помощи веревки, которая позволяет делать очень большие, очень хорошие, интересные вещи, которые, опять же, будут использованы в том числе ради мобильности. Вот, но не только, опять же. Worms — это такая великолепная игра, которая позволяет делать очень большое количество интересных вещей с ней. Вот. И одну из интересных вещей, которую вы сейчас, возможно, видите, достаточно простая. Она работает таким образом, что каждый раз, когда у вас есть фейдаут на экране, абсолютно любой фейдаут, мы можем нажать Alt F4, чтобы побыстрее взять и закрыть игру, и за счет этого засейвить в ране то, что около минуты. Небольшой таймсейв, но все еще таймсейв, который накапливается на протяжении всего рана. Окей. Та-да! Как видите, приемы с веревкой уже начал раннер показывать. Эти приемы с веревками просто великолепны. Если кого-то интересуют некоторые более жесткие аспекты касаемо червей и касаемо веревок, всегда можно посмотреть на какие-нибудь ромпинг карты. Вот, потому что черви... Ой, перелет. Небольшой. И... Та-да! Отлично. Можно под определенным углом пускать базуки и некоторые еще снаряды, и это даст нам возможность блинчиком закинуть снаряды, и это будет очень хорошо для нас, опять же. Окей. Длинный выстрел, хорошо, попадаем, и бум! Отлично. Итак, базовая тренировка.
Пройдено. Но сам ран начинает псуть только сейчас. Итак, самая первая миссия, по сути, простая миссия с тыквами. Тыквы очень простые по большей части. Все, что мы будем делать, это использовать по большей части веревку. И нужно очень аккуратно. Отличная работа, мистер Раннер. Вы сделали все хорошо. Опять же, здесь очень легко, как вы могли заметить, улететь в воду. И вот, если бы это произошло, было бы очень-очень-очень плохо. Окей, проходим первую миссию, идем сразу же на вторую. Сетапим очень точный бласт гранаты, таким образом, чтобы сентри и вот эти вот 3 червя стали вместе, для того, чтобы второй червяк докинул туда еще одну гранату, чтобы было еще больше урона, потому что в червях, ну, скажем так, есть два кардинальных подхода. Один подход заключается в том, что вы казуально, опять же, вы упарываетесь и стараетесь сделать какие-нибудь интересные вещи, а другая сторона — это примерно то же самое, что и делает сейчас раннер. Старается нанести максимальное количество урона за максимально короткий промежуток времени. И это позволяет ему убить 3 червей одновременно. Вот. Как раннер говорит, иногда в этой миссии есть небольшой кусочек рандома, из-за того, что вы никогда не знаете, повезет ли вам с тем, что ваш третий червь упадет туда вниз, или вот останется наверху. И сейчас раннер попытается использовать некоторый бэкап, прицеливается. Как видите, стапы в этой игре очень интересные. Бум! Отлично. По большей части, как вы можете заметить, ран заточен на сетапы. В этом ране не будет каких-то очень сложных, каких-то гличей и так далее. Будут очень большие, очень серьезные манипы, будут некоторое количество скибов, и все это даст вам ощущение великолепного рана. Отлично. Отлично. Следующий сегмент, следующая миссия, миссия с книжечками. Книжечная миссия достаточно простая в целом, в общем. Вот, из-за того, что мы резетнули миссию 4 раза, как вы можете заметить, мы имеем чуть больше количество ящиков здесь. И это можно использовать. Биту мы сейчас лайнапаем таким образом, чтобы откинуть этого червяка вниз. И сделать это таким образом, чтобы этот червяк за собой всех остальных потащил. С первого раза не получилось, но, опять же, на то это балдеж. On the terrain, and here you basically line the crosshairs up so it's just underneath the brown book, and you'll see what that does if we actually do get it this time. So just give me a moment. So just going to nudge this way, and that's more like it. So there, what you see there, великолепно. It's basically just use the bat. Красота, да и только. And bounce him into the other 3 like that off the crate. Да, плейсмейчеры всегда фиксированы, потому что это миссии. Миссии, они такие великолепные. Вот, немножко рассказать про то, что это any percent, который не зависит от того, какую именно медаль вы получите. И медали в этой игре зависят напрямую от того, какое количество ходов вы потратили и сколько червей вы сохранили. Отлично. Используем небольшие ропинг-трики для того, чтобы немножко пройти в правую часть карты. Отлично. И как раннер подмечает, прямо сейчас у него есть такая небольшая вот зона, в которой оба червя находятся, добраться к которым, в принципе, очень просто.
That happens sometimes in this route for this mission. There's a couple of different routes, and I tend to favor this one just because you have more backups if it goes wrong. And then this crate over here, this always spawns at this time. This is a double damage crate, which does pretty much what you would expect it to do. We're going to get some nice big explosions Отлично. out of that. Опять же, как можно заметить, веревки очень великолепные вещи дают. Но знаешь, что еще более хорошие вещи дают? Эйрстрайки с двойным уроном. Двойной урон и эйрстрайк дает вам безумное количество урона, что используют рано для того, чтобы просто взять и убить всех червей. Отлично. По большей части, цель этих миссий заключается в том, что вам просто нужно найти способ убить червей таким образом. Это следующая миссия. Коротенькая. И в этой короткой миссии мы просто заберем некоторое количество парашютов, заберем УЗИ. И если все повезет, то УЗИ быстро убьет гварда. Но, увы, не повезло, не в этот раз. Иногда вы получаете ваншот, иногда вы ваншот не получаете, поэтому мы используем еще один ваншот, забираем флеймтровер, забираем чуть-чуть повыше и просто скидываем его вниз. И также стреляем под себя небольшим вот этим огоньком, чтобы закенселить анимацию флеймтровера. Отлично. Поехали дальше. Это одна из самых сложнейших миссий в этом ране. Из-за того, что стратегия, конечно, здесь максимально безумная. Отлично. Первое, что мы сделаем, мы используем Fire Punch, как вы заметили, для того, чтобы скинуть первую червя в воду. Итак. Отлично. Поехали. Очень сложные трики. И хорош. Дело в том, что Fire Punch, который был ранее сделан, он имеет очень сложный сетап. И если этот сетап неправильно сделать, то такой вот лаунч сделать будет крайне проблематично и крайне сложно. Поэтому мы этого делать не будем. Забираем просто карпетную бомбу Майка, и этого хватает для того, чтобы закончить эту миссию. Следующая миссия в пустыне, в Египте. Ну, условно говоря. Эта миссия, условно говоря, skirmish. Обычная миссия, в котором вы просто берете и убиваете червей. Okay. По большей части здесь также можно использовать... иногда в некоторых миссиях есть возможность менять всех червей. Но для начала все, что мы сделаем, мы себе заставим себе поляну небольшую. Для того, чтобы это сделать, мы скинем одного червя влево при помощи мины, которую сбросили раньше, а правых червей с центра и так далее с пирамиды скинем направо, чтобы можно было откидывать гранатами в их же сторону, чтобы было хорошо. Отлично. Ну, рассказывает нам про то, что скоро здесь появится определенный ящик полезный. Но дело в том, что ящик, который мы подберем, он не вызовет конец уровня, а вызовет, ну, по сути, ничего особенного. Вот, используем лук для того, чтобы подольше чуть-чуть откинуть цель. И первую команду первых червей мы выкинули. Теперь время сделать очень хорошие вещи. Мы берем и сетапим себе выстрел из лука в эту великолепную мину, чтобы взять, взорвать такую вот, взорвать обоих червей и также взорвать ящик со здоровьем. Как видите, стапы в ране крайне хорошие. Вот именно поэтому такие раны хорошие, великие, я бы даже сказал. Отлично. Окей, сейчас мы сделаем определенный трик под названием Rope Knocking. Этот трик связан с тем, что мы будем стараться при помощи веревки скинуть чувака в воду.
Таким вот образом. Как вы видите, спидран червей гениален. Вот, вот. Где вот еще такое увидеть, ребят? Ладно, локация с этими, с балками и грибами. С балками и грибами локация на самом деле не самая плохая, не самая сложная. Но самое главное расставить первые балки в правильном образе. Если вы это сделаете неправильно, а раннер всегда все делает правильно, без исключения, то некоторые проблемы у вас будут с этим сегментом. Но, к счастью, поскольку мы имеем технику, не знаю, называть как хотите, называется, по сути, это техника ропингом. Все, что нужно нам сделать, это взять и использовать балки, которые мы поставили чуть раньше, для создания, собственно, моментума, который, в свою очередь, позволит нам забрать самонаводящуюся ракету и закончить данную миссию. Поехали дальше. Лягушка. Итак, небольшая миссия, которая имеет тоже такой же прикол, как и следующая миссия, как предыдущая поправочка. Окей. Здесь нужно сделать очень-очень точный набор прыжков, который точен до сабпикселя. Первый прыжок, первый червь пошел. Отлично. Отлично. Показываем нам свой инвентарь. Отлично. Как он рассказывает нам, дело в том, что лук наносит 15 единиц урона, и для того, чтобы убить червя любого, у которого есть 40 здесь здоровья, нам нужно скидывать этих червей на мины. И если это сделать правильным образом, то черви умрут. Вот. Червя мы сейчас ставим на определенную позицию здесь. Потому что сейчас она сделает так называемую AI, ну, манипулирует AI. Потому что сейчас в центре он возьмет и встанет в определенную точку, которая нам нужна. И он просто будет стоять рядом с миной. Знаешь, что происходит с людьми, которые стоят рядом с минами? Они взрываются. И именно поэтому что мы сделаем? Мы используем немножечко ропинга, возьмем и бум, активируем мину и еще одну мину таким же образом активируем. Активация 2 мин дает нам ровно большое количество урона, чтобы убить этого немножечко уже хитованного червя. Вот. И идем сразу же к следующему червю, у которого 50 здоровья. 50 здоровья легко убить при помощи дробовика или же при помощи старушки, которую мы берем и выпускаем. Бум. По большей части старушка берет и взрывается. По идее, не ваншотает. По идее. Но есть пара став, которые, скорее всего, будут. Окей, эта миссия называется Water Surprise. И в этой миссии нам нужно забрать... Это достаточно сложная миссия для тех людей, которые первый раз играют в эту, в эту игру, в эту миссию. И здесь нужно для начала сделать некоторые вещи. Для того, чтобы эти некоторые вещи сделать, нужно забраться на самый верх этой небольшой эфелевой башни, забрать Хоминг Миссайл, не Хоминг Миссайл, а водяную овцу, акваовцу, назвать как угодно. И после этого сделать какие-то великие вещи. Прицелиться балкой, таким образом, чтобы выстрелить в нее чуть попозже луком. И данным триком мы сможем забрать великолепную поверхность, которую можно будет все делать. Отлично. Here, it's grabbing the aqua sheep, and then what I'm going to do here is just drop them off. And then what I do there is that rather than flying the sheep around and underwater to get him, I actually just deactivate the sheep's flight as he takes off.
And it just means he drops down, and the explosion is big enough that it just permeates the indestructible terrain and knocks the worms. Итак, Jurassic Worm, следующий сегмент. Эта миссия чуть более, ну, чуть больше про то, что вы просто будете червей сносить здесь. И мы это можем сделать при помощи бомбы... С при помощи критобомбы. И критобомба используется таким образом, чтобы... Господи, это невозможно смотреть без шока. На самом деле, просто вот можно брать, не комментировать это действие. Просто смотреть за тем, что происходит на экране, и... Это шокирующая история. Делаем 2 резета для того, чтобы получить дополнительный ящик себе на старте. Это крайне важно. И... Минус 1. Все, вот, все, видите, вот, пожалуйста, execution. Execution и страты. Это невероятный ран. Мы сейчас будем дальше делать некоторые AI-манипуляции. Именно поэтому мы делаем стап такого типа, чтобы у нас один чуриков стоял вот прямо у обрыва. Очевидно, что в этого чурика ничего не пропадет. Вот. Отлично. Ну, рассказывай нам про то, что Fire Punch проходит через землю. But also what I did the fire punch so fast that we beat the damage tally because that actually slows things down a bit. So if you can do a move in under like вот. Немножечко вещи рассказать про то, как работает игра в целом, связано с тем, что при соприкосновении модельки червя с любой коллизией, червяк, по идее, замедляется. Но если сделать достаточно быстро, то урон все еще успеет пройти через поверхность. Вот. Ну, опять же, продолжаю рассказать про то, что та манипуляция с воздушным ударом была напрямую связана с тем, как он поставил червя, и это было вообще спланировано. Вот. И сейчас он просто просит начать донаты, если, конечно, есть такие, потому что сейчас он просто будет стапать следующие пару убийств. Good luck, RuffledBricks. Hope the run is kind and not filled with blood and stomach pills. That was alright, actually. Yeah, thank you. And they put 2 of their $5 towards the Sonic Mania Argix Cursed Sonic costume, which, if you haven't seen it, is a pretty actually cursed costume. Oh, it is nightmare fuel. Yes, he's in real life, not in the game. Argix will wear an actual full-on Sonic costume. It's extremely cursed. We need like we need $700 more towards that incentive to meet that. So yeah, get your donations for that. It'll be quite the sight. So yeah, thank you. Excellent, thank you very much, Stubbsy. Yeah, so we just used the dynamite there. The reason we were able to use the dynamite to kill the Major there is because you may have noticed during the turn that Major walked to the right, and that was just purely down to the AI manipulations that we'd. Ну, опять же, очередно. Рассказывать про то, что манипуляции, конечно, очень много решают в этом ране. И скидываем при помощи минигана последнего червя к мини. И это его ровно убивает. Окей. Внезапная смерть. Partly due to Monty Python, one must add. It is, of course, ну что ж, the Lord's favorite, Holy Hand Grenade, святая граната. Все ее знают, все ее любят. И чтобы все сделать хорошо, мы стапим ее таким образом, чтобы она никуда не улетела. И это там... Аллилуйя. И аллилуйя сбивает червя слева. И это, ребята, сетапит нам все на свете. Я вам говорил об этом? Говорил об этом, ребята. Сетапчики! Сетапчики! Какой же крутой ран. Шок. Поскольку эта миссия, обычная миссия, где нужно убить червей, данный прикол с той гранатой, это было что-то с чем-то.
Окей. Сейчас мы будем использовать дробовик для того, чтобы скинуть Field Soldier вниз, прямо в воду. Первый пошел, хорошо. И второй мы берем и просто перепрыгиваем вот эту воду, чтобы скинуть мейджора тоже в левую часть, тоже в воду. Изи. So yeah, that's a pretty efficient two-turner, that one. Occasionally the field soldier on the palm tree can end up doing stuff that messes that up a little bit, but it's fairly rare. Speaking of messing up, this is a pretty tough one. This is who let the floodgates open. Switching to this worm first, and I'm going to do some very pixel-specific movements here, just to get my worm up there, because that's another sub-pixel position on that jump. Говорит про очередную сабпиксель позицию на некоторых прыжках. И сейчас мы будем делать очень интересный трикшот с помощью гранаты. Boom. Итак, что мы сейчас сделали? Мы просто откинули гранату от угла, граната откинулась в другой угол и от третьего угла, и таким образом мы пали в червяк, который был вообще справа в другом углу. Как вы можете заметить, очень быстро поднимается вода, и вы можете заметить, что мы делаем очень интересные манипуляции прямо сейчас. И эти манипуляции дают нам возможность сейчас убить 2 червей, минимум. Точнее, 3 червей. Вот. Черви противника могут увернуться от потопления при помощи телепортов. И, по сути, для того, чтобы предотвратить такие некоторые вещи, я не знаю, я готовился немножко, конечно, к рану, но я не думал, что здесь будет настолько все великолепно. Ладно, начинается немножечко RNG часть, потому что 2 секретных агента слева, ну, в идеале они бы должны выйти из своих нор, но это не всегда получается. Отлично. Скидываем одного червя при помощи бейсбольной биты. And we're keeping our worm Momo here up on this orange piston here because we're going to try and manipulate the left-hand secret agent into opening a hole to get to him. Because the wind is going left, опять же, сейчас пытаемся сделать небольшую манипуляцию, заставить червей проделать дырку, чтобы все было хорошо. Опять же, обычно здесь должна была быть дырка, но дырки в этот раз нет. Поэтому Геранер использует немножечко другой бэкап. Окей, что-то у него не получилось. Пытается опять застапаться. Ладно. У него не получилось использовать стап с гранаты, поэтому он просто использует базуку. Отлично. Скидываю 2 червей влево. Тоже хорошо. И это дает нам возможность застапать очень хороший килл, который будет прямо сейчас. Отлично. Забираем джетпак. Мы забираем джетпак чисто для того, чтобы... Ну, знаете, вот на случай чего. Окей. Очень неприятная позиция сейчас у него, поэтому старается он как-то ее забэкапать. И... Хорошо. И теперь, когда он находится рядом с аптечкой, аптечка берется и взрывается таким образом. И оба червя, и оба червя умирают, по идее. Да, нормально. Отлично. Великолепный ран. Очень хорошо. Отлично. Это обычная миссия с суперовцой.
Просто летим в конец и балдеем. Just navigating through this maze here and round here and grabbing the crate like so. I actually did reset the mission once in order to spawn a nearer crate, which does make it easier, but it also makes it quicker as well. So, see, holy duality. And then just using the fire punch there. Interesting fact about this mission, when this game first came out, you were actually able to cheese it by just blowing up the super sheep where you stood. Because the game didn't care if you died in this mission. Ну, рассказать нам про факт того, что в первых версиях игры вы могли себя взорвать, и игре было плевать, ну, короче, люди просто взорвали овцу сразу же после того, как они спавнились. Потому что игре было по барабану, что именно делали. Окей, подбираем Double Damage. И Double Damage работает на мины, которые находятся просто так. И сейчас мы сделаем очередной очень точный сабпиксель манипуляшн здесь. Ставим позицию. И... Бум! Очень большой взрыв. И это нам дает возможность скинуть всех червей в воду. Знаете почему? Потому что этот раннер псих. То он играет в эту игру. Это... Напоминаю, что эту игру в таблице 3 человека. 3 человека. И это чувак на втором месте. Ну так, чтобы вы там немножечко это... Creating a tunnel that knocks the worm into the water. All the other worms surrender straight away. And there you are. Very quick one there. And then it's followed by the third and final kill the leader mission in the game, which we're going to reset 4 times in order to spawn a very specific crate. Окей, Шато Ассасин. Здесь нужно... Сначала... Для начала мы миссию рестартим 4 раза. Для того, чтобы создать себе такую вот группку червей. Ну, опять же, резетим мы не из-за этого, а для того, чтобы у нас были некоторые ящики. And I'm popping a girder about here. I'm doing a couple of jumps here, just to get my worm into position. We grabbed ourselves a low gravity crate, низкая гравитация еще, это хорошо. Нам нужно убить генерала, лидера, да. И для этого мы используем низкую гравитацию. Сетапаем... Ой-ой-ой. Окей. Бэкапает ситуацию и использует парашют. Вот, чтобы все было хорошо. И мы идем дальше. Оба! Поехали. Хорошо. Хорошо. Get a 3 skimmer on that occasion. Sometimes you can get a 4 skimmer, but basically, there we go. We managed to kill off the leader without going anywhere near them, basically. Ребят, вот, знаете, есть некоторые игры, в которых слова излишни. Ну, некоторые раны. И этот ран один из таких. Actually, no, he's not a very bright worm, but he is supremely gifted in the weapons department. As you see, he's got... This is the most extensive selection of weapons you get in any mission. Now, what I was trying to do there with Earthworm Jim's position is you can sometimes manipulate that assassin at the top into getting a self-hit with the bazooka there. Didn't actually get it, but it would have been helpful if we did. Instead, though, what we're going to do here is I'm going to use a napalm strike, which just drops some flames onto the worms here. So that kills off 2 of them, and it's knocked the assassin down into the E here of the Team 17 officers. This is what they look like, by the way. If you go to Wakefield, it's basically just like Hollywood.
And so the assassin is now piled down with the general, which is very important because we're going to be killing them both off together. Also, something to note about the enemies, by the way. If you look down the bottom at the enemy health gauges, you'll notice there is number, like a number next to them. And that basically, that indicates their CPU level. So that indicates how intelligent they are. Oh, goodness me. Right, okay. So I've got a slight problem with the general here. It might not be too much of a problem, but we'll see. При помощи веревки можно таким же образом под червей забираться иногда. Ну, это такие небольшие тоже вещи интересные. Бум. Окей. Забираем еще двух червей справа. Отлично. И постараемся завонить сейчас генерала, который будет сейчас ходить, по идее. А, ассасин будет ходить. Для того, чтобы он просто выпустил базуку и ничего не делал. Отлично. Окей. Мы сейчас сделаем так называемый кластер-трик. Ну, примерно вот так вот мы сделаем. Способ, каким работают банана-бомбы, они создают такую, знаете, большую-большую кластерную бомбу, по сути. И если вы скинете банановую бомбу или кластерную бомбу себе под ноги, и рядом с вами будет еще червяк, который будет находиться примерно в такой же позиции, если все сделать правильно, то придет взрыв неимоверной силы, который сделает прям очень-очень-очень много грязи. При помощи этого трика можно убить червя. Ой. Окей. Game doesn't really care if your worm dies or not at the end of each mission. It just care if you achieve your objective. Время роупить. So even in a mission called Rescue Agent Dennis, you don't actually need to rescue Agent Dennis. Right, this mission is called Horny Nuke. Поехали, поехали, поехали. Ой-ой-ой. And this, basically the object with this mission is, it's kind of what we call a shopper mission. You don't get many crates, you don't get many weapons in this one. So сейчас будет кое-что очень крутое, ребят. Мы скинем артиллериста налево, вот. Но из-за того, что у нас баунс немножечко не в ту сторону полетел, нам приходится рестартить миссию уже во второй раз. Right, so as you can see here, what we're doing, we're jumping onto this ninja rope here, and then we only get like 4 ninja ropes across this mission, so you have to kind of like try and ration them pretty well. Right, so getting these crates, homing missile here, extra ninja ropes, and then the grenade, and then just going to swing across to here, and hopefully not use the... There we go, and we get a banana bomb as well. And then just, see, nudge up. This is very pixel specific, this bit. What we do there, we drop the grenade by artillery, a very pixel specific position to knock them. Как вы можете заметить, слева очень интересным образом стоят черви. И я ни на что не намекаю, но у нас кое-что есть. У нас кое-что есть. Но для начала давайте разберемся с снайпером. Скидываем к нему гранату. Гранатой скидывают другого снайпера. Это пиксель-перфектный трюк с гранатой. И нам очень важно этих снайперов закинуть в эту дырку, иначе они нас просто... Ну, они не убьют нас, конечно, но будет неприятно. Скидываем еще одну гранату, потому что граната носит 45 урона. И... небольшая ошибка со стороны раннера сейчас. Его засало внутрь неприятными вещами. Но опять же, это не очень сильно большая ошибка. Но все же. And so sometimes, like, that's the benefit of killing the worms on land. Generally in this game, you'll want to kill the worms in the water just because it's quicker. But right, okay, so here's our last ninja rope. Okay. Cannot make any... Это последняя веревка у раннера. Окей. Это последняя холихэнг граната в этом ране, поэтому мы ее скидываем именно в левую часть, чтобы при помощи взрыва от ящика убить артиллериста слева. Бум.
Because that's good. That saves us a couple of turns on this one by doing that. But that crate there, you're supposed to get it as part of the mission, but actually, again, it doesn't trigger the end of the mission. Just. Но опять же, рассказывает нам про то, что вот этот сундук под нами, ящик, он не заканчивает миссию, и нам плевать на это. Вместо этого, ребята, банановая бомба. Знаете, как она будет закинута? Чуть повыше нас. И это дает нам великолепный взрыв, который бывает всех червей убивает. Так убивает, что все люди и не очень люди тоже в шоке. Великолепно. Ну, расскажу потом про skip fade out, о котором я уже говорил вам. And that doing that over the course of the run saves you around 30 to 40 Okay. seconds. Че, ребят, курица, сено. Балдеж. Бум. Итак, первое, что мы сделаем, мы скинем мину на левую часть, и мы заставим себе червя таким образом, чтобы он стоял в хорошей позиции. Отлично. Это нужно сделать для того, чтобы забраться еще повыше здесь. Опять же, это все часть страты. Окей, теперь, что мы сделаем? Мы сейчас сделаем один флинк при помощи... Ой, какой же ты жесткий, парень. Зачем? Окей. Подбираем динамит, и... Динамит нужно поставить таким образом, чтобы продвинуть дырку. И мы клипаемся в артиллериста для того, чтобы попасть тоже вниз вместе с ним. Если все правильно сделаем, то будет намного проще убить обоих червей одновременно. Итак. Поскольку у Джима очень мало здоровья, прямо сейчас есть, мы можем кое-что сделать очень интересное. Мы можем очень интересный алайнмент сделать сейчас, просто прицел интересный. А после этого сделать таким образом выстрел. И за счет этого мы убьем всех червей сразу. Мы убьем себя. За счет того, что мы убьем себя, мы убьем Field Soldier. И за счет того, что там был еще один лоу хпшный червяк, еще один Field Soldier, он умрет тоже от взрыва базуки. И по сути это -3 для нас. Вот. Капитан стоит наверху артиллерии, и поэтому он ничего сделать не сможет нам. Вот. И сейчас мы покажем... Сейчас она покажет вам трюк с кластер-бомбой. Примерно такой же трюк, как и с банановой бомбой. Вот. И... А теперь смотрите, сколько урона. Ваншоты! Ваншоты! Скиллуха! Великая игра. That is a surprisingly fiddly mission, that one. Like, it's very easy for that to go wrong, because a lot of those strats are, like, very specific. This mission is called Wooden Ambush. We start off with a jetpack, and we're just grabbing ourselves a sheep, which we're going to use here. Gonna throw the sheep down there to get these two worms. Alright, so the good thing about the sheep there is that you can manipulate when they explode. The bad thing about the sheep is that they are notoriously difficult to control normally. So fortunately, because we just had that little gap between the branches there, then there's not many ways that they can mess that up. Again, this one is just a kill all the enemy worms mission. And what we're doing here as well is I deliberately ended my turn with Earthworm Jim as high up as possible, because Exo's position here is going to manipulate these field soldiers into firing bazookas to the left, which will then create a pathway for him to get through. Теперь мы скинем гранату здесь между ветками. И это убьет обоих червей. Иногда, в зависимости от того, каким образом зайдут овцы, немножечко сложнее иногда бывает его убить. Вот.
Опять же, рассказывает про то, что та позиция, которую он взял на черве, позволяет манипулировать позицией. Окей, используем джетпак. И сейчас мы используем очень-очень-очень крайне интересную гранату, чтобы своим червем взять и убить двух червей, ну, скинув их в дырку, которая только что появилась. Окей. Самая сложнейшая страта в игре. Поехали. Окей. Фрейм-перфектный трюк с гранатой, ребята. Смотрим. Это промах. Куда-то не туда. Всего есть 5 попыток, 2 он уже истратил. Смотрим дальше. Отлично, получилось. С 3-го раза. Отличный сетап. Смотрите, сейчас надо скинуть гранату потенциально. А, нет, не скинули гранату. Отлично. Вот, все, что нам нужно сделать в этой миссии, это просто забрать этот ящик. А нам плевать, мы балдеем, потому что мы можем это сделать при помощи блоуторча, который здесь есть. Вот, но, опять же, с первого раза трик сделать очень сложно, поэтому, опять же, с первого раза не получается почти никогда. Резетаем миссию минимум 4 раза. Минимум 4 раза. Окей. Этот сундук... за счет того, что мы резетаем миссию 4 раза, мы получаем шотганы. Окей. Все, что мы сейчас сделаем, мы выстрелим дробовиком. Поехали. Минус 2. Отличный старт. Отлично. И следующее, что мы сделаем, мы под Иси выстрелим, по идее. Ну, не в себя, а просто стапнем так, чтобы Field Soldier выстрелили. И скинем еще одного червя вместе с нами. Отлично. Остается еще 2 червяка, которые друг друга очень сильно любят и уважают. And then here I'm going to use a terrain marker again just to line up this shot. There we go. And then just jumping across here to the edge of the cliff. Shoots Field Soldier in, and then just need to do a little bit of notching is what we call it when we change the crosshair position there. There we are, because each little bit that you move the crosshairs up, that's what we call a notch. And so it's like 3 notches up from the angle that we used for the first shot there. Красота. Просто красота. Окей, начинаем следующую миссию просто с очень точного стапа гранаты. Бум! И скидываем первого червя налево. You'll notice with a lot of the shots that we do in this game, we do them at full power, and that's why we bounce them a lot, because that just ensures that we ну, рассказывает он про то, что почти все выстрелы, которые вы пока что могли увидеть в этом ране, они были сделаны с полным зарядом. Потому что чем больше заряд, тем больше... Чем выше сила отскока от поверхностей. И это позволяет нам делать те трюки, которые он, конечно, исполняет. Итак, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем кое-что очень интересное. Вот. Мы скидываем двух червей слева и также червяка справа. Вот. Нам нужно взять и, по идее, защитить вот этого вот 50 хпшного червя от Армагеддона. Но вместо этого можно пробовать червей скинуть вот сюда в центр. Из-за того, что бита неправильно была стаплена, сейчас будет небольшая проблема.
We're still on decent pace to be able to do this before the Armageddon comes in, though, so that's not too much of a problem. Plus the trick there on artillery. Вот, мы убиваем артиллерию. Тихонечко. Now the big problem with this mission is there's a big RNG component as to whether the captain ends up, sorry, not the captain, the politician ends up in any trouble or not. Because generally the enemy. Ну, опять же, и противники, как говорит нам раннер, они, по идее, не будут целиться в этого 50-хпшного политика. Вот, они вместо этого будут целиться в наших червей. Вот. Нам нужно сейчас сделать так, чтобы все черви были плюс-минус в хорошей позиции. Отлично. So I'm using a shotgun here just to try and get a bunch of damage on these worms simultaneously here. This is not anywhere near the most efficient way of doing this, but because Major gets knocked out of position, that's sort of like, you know, that does ruin the optimum strat on this one. Actually, what I'm going to do with the Major is I'm going to use a fire punch here now just to get them into the pile, because that should speed things up a little. Попробуем сейчас использовать Fire Punch, чтобы отлично откинуть челов туда, куда надо. И сейчас, как вы можете заметить, червь стоит очень хорошо. Намного лучше. Отлично. И для того, чтобы закончить работу, мы просто сейчас используем дробовик. You can, as you notice, you can switch the worm names off in order to get a better look at the ground above them. That's very important in this. Раз. As you can see, I could have had a horrible mishap earlier. And I think we pretty much got them now. So you see Два. the grave damage here is now just doing the damage on all the worms who aren't dead yet. Три. And I think you should put the okay. So Mum Sparkle puts the shotgun away now because there's no need for the second shot because all of the enemy Отличная работа. have been killed. That wasn't the optimal version of that mission by any stretch, but as you can see, we killed all the enemy worms off before the end of the world. So that's very important. Окей. This mission is called Mars. Эта миссия называется Mars Star. It's quite a quick one. This. И нам нужно взорвать ящик с другой стороны. И у нас есть бесконечное количество... Бесконечное количество ходов. Вот. И то, что мы сейчас сделали, это не поддается объяснению, потому что... Ну, потому что вы сами все поняли, наверное. Мы выпустили 2 гранаты под определенным углом, и пока летели гранаты, мы построили балку, которая откинула гранаты под определенным углом в нужное нам место. Окей. Гиммик этой карты это то, что нам дается всего лишь 20 секунд на ход, и сам первый ход взорвал корове голову настолько сильно, что червь из головы улетел прямо в озеро, в море. Великолепно. In that case, I would like to tell you that we have a $75 donation from Champ of the Couch, who says, I'd donate $1 million during this run if I could. Unfortunately, this is all I can do. Thank you, that is still quite a large amount of money. And it puts you in the running for some of our wonderful prizes. Specifically, $75 puts you exactly in the running for 2 Steam Decks. One of 2 that you could win. Somehow we have 2 of them, I don't know how, but we're giving them away. So yeah, thank you for that. And they also put their donation towards the Super Mario Land 2 bonus category of any %. Yeah, thanks a lot. Yeah, thank you. So yeah, you notice I use a grenade. Ребят, вот тут я смотрю на этот ран, я не спал. Я рад, что я не лег спать и смотрю этот ран с вами сейчас. Это что-то запредельно крутое. Нет, как бы я этот ран уже минимум 2 раза смотрел, 3 же, если быть точнее. А если быть совсем точнее, 6 раз я в сумме смотрел раны червей.
sort of like vertical enough. И вот знаете, вот я иногда говорю про то, что вот есть раны, которые вот лучше посмотреть, чем как там, знаете, что-то смотреть, там, комментарии какие-то там, видосики и так далее. Просто вот лучше взять, посмотреть. Вот. Я надеюсь, что теперь вы тоже понимаете. Первый выстрел здесь фрейм перфектный, и он у нас получается. Вот. Потому что урон от взрыва убивает второго капитана. У меня просто нет слов, это слишком хорошо. Есть, Мамби. We do have a little ace up our Все sleeve есть. that we can use to work with that, but now on this turn here, we're going to kill off the major here, and I'm just trying to remember what the angle is on this. I think it's straight ahead. Yes, okay. So with this turn here on the major, you actually have to learn 4 different bazooka positions in order to do this, depending on what the strength and direction is of the wind. And if that oil drum next to Momo had got blown up as well, then there's about like another 6 positions on top of that you need to learn. So that's a much more complicated turn than it looks. Because I reset this mission once before I started it, we do actually get one useful crate drop here, which is Получаем самоуправляющуюся ракету здесь за счет того, что мы рестартнули миссию один раз. Вот, и пытаемся сейчас попасть ракетой. В капитана. И убивает его. So that mission can go a lot worse if the captain doesn't behave there. They can stand in really awkward positions that just make that shot not a goer. This mission is called Stolen Goods. I'm switching off the background to make this first section easier. Just going to swing underneath the microphone. Мы просто берем и... And as you can see, the reason I switched the background off is it makes the kill plane of the water easier to identify. But now we're just going to blowtorch our way into here to grab. Итак, сейчас мы получили очень интересное оружие. Крайне интересное оружие, я бы даже сказал. It's called a French sheep strike. And what it does is it's going to drop 5. Это оружие дропает 5 горящих овец, и эти 5 горящих овец сделают кое-что очень грязное. Вот, но баунсы достаточно оранжишные, рандомные. Вот. Ну что ж, поехали. Французские эти. Неплохо, нехорошо. Actually, у нас 3 мертвых червя и 1 червяк с 16 единицами здоровья. Очень хорошо. Also, something to note, by the way, Microprose were the original publisher of Worms Armageddon, which is why their logo's still here. They no longer are. It's now done via Steam. But I guess they just couldn't be bothered to redo this mission so that it was using the Steam logo. So that's why it's still intact. So what we're going to do here is the shotgun can do. Сейчас мы просто стреляем двух червей при помощи дробовика, потому что каждый выстрел дробовика наносит 25 единиц урона. Do one shot on this field soldier. As you can see, got the max damage there, so they're killed off. And then we're just going to wander over to the other one. Fire it straight down, like so. And that's that one done. We also do have, there is like a spare crate drop underneath Momo that I generated by resetting the mission once before I started as well. It's a homing pigeon, which is like a homing missile, but a bit more sentient. And that can be useful in this mission if you don't get a good kill on the sheep strike, but didn't need it that time.
This mission is called Sinking Ice Cap. Окей, миссия под названием we only Sinking have Ice Cap. blowtorches to kill the worms off on this Опять one, же, but для fortunately we only have 20 начала health при each, помощи so, блоуторча that's good. Now, и, still- опять же, oh, паяльной I лампы messed this up. мы Yeah, постараемся like that, взять so и that добраться basically, до you have very little time to do what I'm некоторые about вещи. to try and do on this turn here. You get 5 Вот, seconds рассказывает of он про то, retreat time что after your после turn. каждого I хода у need нас to 5, land on the 5, right-hand assassin's head. 5 ходов, 5 секунд для того, чтобы добраться до мистера Ассасина. Отлично. Найс. Нам нужно добраться до его головы, иначе у нас будут большие проблемы. What this does, Assassin is now going to try and attack us with an airstrike. As we Вот. do that, Earthworms is going to По fall off their head, hit the сути, mine next to Ассасин them, будет and actually kill them пытаться off. сделать флеймс эйрстрайк на нас, So we но have из-за to того, get что a он поднимет free руку, он kill сдвинет there мину, as a и result, мина just because the заканцелит airstrike все на свете, animation, и like, or any weapon animation, a worm это cannot stand on another worm's head while they're doing it. And also, слишком, we have 6 это HP слишком now left, хорошо. which is good because this actually gives us the optimum finish Окей, именно for 6 this единиц здоровья, mission. которые What we're gonna do is swing across оставили нам, дают очень to, хороший the финишер на этой assassin on миссии. the right here, and then blowtorch him up there, jump Окей. onto the chimney, И скидываем на and then jump Ассасина, down onto the assassin like this. The fall потому что damage is fall gonna do damage 7 наносит HP 7 единиц урона, damage, which is gonna и 7 kill off единиц my урона, worm, которые попадают knocking по the assassin Ассасину, into the позволят mine, убить which then Ассасина. kills them off. And we get another free kill there without actually having to attack them with a weapon. And of course, our worm dies, but once again, the game doesn't care if our worm stays alive. It just cares if all the enemies are killed. Okay, this mission is called Aim Long, Aim True. And what we're going to do here is we're using a girder. Итак, первое, что мы сейчас сделаем, мы поставим некоторое количество балок здесь. This is an artillery mission, which means that our worm or the enemy worms cannot move Потому from the что, по большей части, spot. We only have здесь grenades черви не to be могут able to двигаться attack them. So I need со those, своих мест. girders to И это actually можно использовать для count того, the чтобы shots сапать here. некоторые First интересные one, and all of these shots are гранаты, pixel как вы можете perfect, заметить. basically. So the first grenade shot is going Итак, первое, knock что мы this сделаем, мы grenadier скинем down, гренадера вниз, сюда. next to the middle grenadier, like so. You'll notice the names are quite Как вы можете repetitive заметить, in this game, by the имена way. здесь немножко So повторяются, но, apologies опять же, не if it суть sounds важно. like I'm losing my place at any point. But you notice there, it knocked that grenadier next to the other grenadier, and he did 13 damage on that grenadier. These girders here stop this enemy worm from attacking us, so that's one of the reasons we've got that. Okay. But also, what they do is, if we've got this right, then they act as a Как вы можете заметить, балки также могут использоваться как такие вот... onto the middle one. Какое очень правильное слово на русском языке? Короче, как траншеи такие для гранат. Вот, и... Это слишком было хорошо. Я каждый раз смотрю на конкретно вот этот бросок гранаты с траншеи, я такой думаю, блин, это настолько было жестко, что забей. Прицеливается последний раз для того, чтобы скинуть очень точную гранату сюда. Нам нужно дабл баунс, и дабл баунс происходит, и отлично попадает прямо ему по голове. 42 единицы урона. Как же это жестко. Sometimes you can get a plop, and that sometimes it'll knock him into the water as well, which is the optimum outcome. But like it's fairly rare. We haven't figured out the right position of the girders. Отлично. Поехали дальше. This mission here is called Goody Two Shoes. I did used to make a joke about how it was a misleading title because there's 3 shoes. But someone told me, how do you know they're all good? Which is a fair point. Now, this is a shopper mission in that we do need to grab all those crates there. We're going to use an aqua sheep to collect them for us. However, to be able to do that, we're going to need to blowtorch our way to the surface first of all, which is going to take 3 turns. And it's not a particularly interesting part of the mission, so we can take a donation while we're doing that. Okay, excellent. In that case, I'd like to take time to tell you about our amazing merch store that we have running. If you go on, this URL is really cool. You go to speedrunstore.com, all one word. You'll find our ESA Summer 22 First Wave collection. We have a bunch of amazing designs and shirts from the events of the past. There's also a collage, a doodle collection shirt.
Yeah, we have a bunch of stuff available there, and all of the profits from the merch also will go towards Save the Children this event. So you can get something cool with your money. Speaking of getting stuff cool, as I mentioned earlier, we also have prizes.esamarathon.com. So if you'd rather donate directly and then you can get put in the running for some of our awesome prizes, such as Retro Tinks, Nintendo Switches, Steam Decks, and PlayStation 5s. Yeah, get your donations in, or head on over to speedrunstore.com and buy some amazing merch too. Thanks a lot. Alright. Thank you. I've made a slight Главное mistake делать on очень небольшую ошибку. here in that I thought that fire punch was going to get through, but fortunately that grenade there has Но в любом helped случае, seal the особо deal. сильно So, не here we go. решает. This is the crucial. Вот, это очень важный ход в этой миссии. Его нужно сделать как можно более ровным. Okay, I can't get up there. All right, fine. The Окей. crucial turn is coming up. Используем дробовик для того, чтобы просто запать себе все на свете. Опять же, чтобы все-таки получилось все нормально. Ну, не получилось в первый раз, получится второй. Потому что этот Field Soldier может сделать Napalm Strike, и этот Napalm Strike будет очень неприятный для нас. Но вместо этого он просто скинет нас гранату. Окей. Время аквавцы. Поехали. Собрали Airstrike, собрали гранаты, собрали веревку, собрали бейсбольную биту. And because that crate is next to the field soldier as well, that just gives us a Okay. little extra ammunition Поехали дальше. to one-shot them. So yeah, we now have all the weapons that we need to be able to finish this one off. And actually, that aqua sheep is probably a lot scarier than it looks, because like if you mess that up, then that's if you didn't get the ninja rope, then that's pretty much a reset. Но говорит нам о том, что на самом деле вот этот бросок овцы, его очень легко закинуть. Потому что если у вас каким-то образом внезапно не получилось забрать веревки, то у вас очень большие проблемы появляются. Окей, у нас также есть несколько немножко бейсбольных бит, которые мы также используем в этом ране. And then for the right-hand worms, we're going to use the airstrike. Like so. And the crates that we've left here are, they've got, I think there's girder, mortar, and I think there might be cluster bombs in there as well, something like that. But, none of them are particularly useful, so we just skip those. So using the ninja rope now just to swing up to this field soldier. Roping, by the way, I will concede, is not necessarily one of my strongest suits. Вот, говорит раннер, потому что на самом деле, несмотря на то, что вот вы видите, как он хорошо с веревкой обращается, но на самом деле с веревками раннер далеко не лучше всех обращается. For really good ropers, but it requires swinging across the entire map in 5 seconds. Поехали. Авиаудар. Очень должен быть точным. Поехали. Не повезло. Okay, and that there was supposed to be a pixel perfect airstrike to get both the major and the field soldier in. It was not as pixel perfect as I hoped, which means the major has. Ну что ж. Fortunately, we do have a backup. Время бэкапов. So I'm going to go over there and use that. Время бэкапов. Поехали, ребят. Все любят бэкапы. Я тоже люблю бэкапы. Поехали бэкапаться. Okay, yes, that was very concerning because we only had one rope left there, so. Это. Just going to use the grenade there to knock the major in. Like so. Я все, ребят. Я все. Not the toy store, just toy store. Gonna start off with a pixel perfect grenade shot here.
This is going to, if we get this right, yeah, kill off the grenadier and the artillery in one go, like so. That makes this a lot easier because we now only have 3 enemy worms to deal with. This captain here, we want them to stand on the right-hand side of this teddy bear's ear. If they don't, that's pretty much a reset because it ruins what is effectively the pinnacle strat of this mission. Which is we're going to do a cluster trick on the captain, but we're actually going to do a long-distance cluster trick. So what we're going to do is nudge 1, 2, 3, 4, jump along like this, and then use this teddy bear bandage as a terrain marker. And what you do there is you throw the cluster bomb. The camera didn't catch it that well, but you throw the cluster bomb at a long distance there, and it actually it ends up blowing up just as it's underneath the captain's bottom, which means that like all of the clusters explode underneath it. And sometimes you can get the sniper and the captain knocked into the minefield, which usually does good damage. Here they've landed on top of the block. And that means we now have to use many would consider to be the worst weapon in the game, which is, of course, the mortar. Unfortunately, it's all we have, so hopefully it will behave itself. That is, yeah, right. So there we are. Я кирдык. Все, я кирдык. Yeah, those angles can be a slight pain to get. And the worst thing, though, is that mortars are just a terrible weapon. Like, those clusters are really weak. And the spread is RNG as well. So you can get a direct hit and still not get a kill on those 2 worms. But fortunately, we slightly lucky on this occasion. Я не первый раз смотрю ран, но то, что он вытворяет в этом ране, это настолько хорошо, что просто нет слов. They're basically poisoned, so they lose 3 health between every turn. But I always forget to actually mention them in these runs, just because you don't really need to worry about them. Like, even with that dynamite that I used to be able to get down to the assassin there, like, it's very unlikely that they're going to get killed off. And also, if the poison does go down to right to the bottom health, they can't actually die from the poison. They can only go down to 1 HP. But anyway, use the dynamite there, as I say, because that assassin is tough to get to without using that. So now we're just going to use our last cluster trick of the run with Momo, and just and I always forget to do that. I always forget that Momo's last shot there was aimed downwards rather than upwards, so it's quicker to go down. But there we go, that's done. And the scientist is safe. I can't do anything about the poison, but he's not going to incur any physical harm. And now we're on to the last mission of the game, and you're probably expecting a massive, riveting climax. And you'd be wrong. This mission is called Spectral Recovery. The object of this mission is to save a crate that is going to be falling on the left-hand side of the map in several goes time. Now, there's a very safe, boring way you can do this, which is just 4 minutes of blowtorching, but we're actually going to do a quicker, more daredevil strat, which is we're going to kill off all the enemy worms in this mission. And we're going to do that starting off with a grenade. So let's just get the position. It's max bounce again. And just bouncing it off the terrain here. And as I do that, I'm going to jump. Ну, в любом случае, это последняя миссия этого рана. And the grenade there, as you can see, it just knocked that other one into the water on a very slow descent. Like so. And that just leaves the captain. And the captain is livid at this point. Like, he's so angry with what's happened that he's actually going to come all the way down and saw Earthworm Jim out here. You know, this is pretty scary looking, gang, so brace yourselves, because this could turn the run around entirely. What are you going to do? Not what I would have done, but you do you. Right, okay, so now all we're going to do is just blowtorch the captain into the water, stop the blowtorch there just before it hits the oil drum,
And then knocks that in. You might be thinking, okay, GG's, right? Well, no, because we still need to grab the... Oh, dear, we need to grab the crate. А, ну да. We're not going to do it with Нам both же doors like that, еще so это I'll нужно tell you. забрать. Этот. But this is okay. So, or one like that over. Okay, that's fine. We're going to use a shotgun because we get one of those. We get 5 of those, actually. Ящик. But basically, what's happened, because we've killed off all of the enemy worms in this mission, then we actually now get... Из-за того, что мы убили всех червей, мы теперь получаем все ходы на карте. И теперь мы просто должны закончить остаток вещей. Вот. Но опять же, по сути, ран закончен, мы теперь просто добираемся до ящиков и все. Of some important people, and just for the tech, by the way, time is going to be when the congratulations screen appears after the mission. But yeah, let's just have some. Oh, say it again. Okay, we'll do. So shout out to Jack for telling me what I needed to do there. Shout out to the Worm speedrunning community. So yeah, shout out to Mablack. Shout out to Psychotropic, shout out to Peachy, who was the first person to do a full run of this. Компьютер рандомно играет, но большая часть вещей, которые происходят, она сетапится таким образом, чтобы рандом было минимально. Иными словами, считай, что компьютер играет случайно, но не случайно. Окей. Скипаем ходы, чтобы получился великолепный ящик. Подбираем ящик. Время. Час 13:27. And there we go. That is Worms Armageddon. All missions completed in 1 hour, 13 minutes and 28 seconds, which is actually not terrible. I'm not. Хороший ран. Yeah, so thank you all very much for tuning in to that run. It's a difficult run, but as I say, it's a very fun, rewarding run to do. So do hit us up if you ever want to do it. I am at twitch.tv/RuffledBricks if you want to see me speed running several of the Worms games and anything else with a general cartoony graphic vibe. But if we do anything you would like to say, Josh? Yeah, sure. Okay, yeah, well, first of all, thanks a lot for that run, RuffledBricks. That was great. Enjoyed that thoroughly. Coming up next, we have Skylar and Pluck's adventure Великолепный on ран. Clover Island by Просто... So we'll be going on to that run. Просто... Я не знаю.